Всем привет! Сегодня у нас вторая часть обзора на наземную станцию управления от компании SiBuy Uni RC10. И я уже начал установку воздушного юнита на свою большую Ексу. И есть немного совсем особенностей по установке данного юнита, я бы даже сказал положительных особенностей. Здесь раньше стоял обычный юнит от серии МК. И главная отличительная особенность серии Uni RC — это то, что мы имеем здесь 4 антенны. Ну, это как бы не сюрприз ни для кого, но просто на всякий случай скажу, что помимо вот таких передних антенн, я, кстати, наперед вывел низкочастотные антенны 2,4 и 1,4 ГГц, несовмещенные, напомню. А высокочастотные антенны я вывел вот сюда. Конечно, не очень удачное место на самом деле, потому что здесь они будут затеняться источниками питания. По хорошему счету, их бы нужно вывести на соседний вот этот луч, но не хватило длины пигтейлов. Она здесь чуть не покороче, да. Можно было бы также вывести на нижнюю пластину здесь. Ну, вы знаете, основной тестовой, так сказать, полосой радиочастотной у нас будет вот это вот низкочастотный 1,4, 2,4, поэтому я именно на нее возлагаю большие надежды. Ну, а 5,8, тут сказать, больше побочным эффектом. Я на этом дроне в данный момент, в данное время не планирую куда-то далеко лететь, но если вы его собираете именно для дальних полетов, конечно, я рекомендую установить в первую очередь высокочастотные антенны, как следует, как положено. Да, и по поводу разъема, высокочастотные антенны у нас MMCX, а низкочастотные подключаются через UFL разъем. Какие еще здесь положительные особенности? Это то, что мне удалось избавиться вот от этого коммутатора. Он, в принципе, не нужен. Нет, его можно, конечно, оставить, если планируется подключение к 3 камерам или к какому-то еще сетевому устройству. Но штатно SiBuy в основном использует 2 камеры. Здесь есть 2 LAN-порта, поэтому я и подключил к одному LAN-порту LAN 2 курсовую, а, соответственно, к LAN 1 камера полезной нагрузки. Вот здесь пошел провод. Также есть небольшая особенность с подключением из баз. Он теперь здесь 2-пиновый провод. А UART 3-пиновые, а не 4-пиновые, как обычно. CAN я здесь не подключал. И, соответственно, PWM out, UART 2 также пока не задействую. Ну и также еще из особенностей питания я здесь забираю напрямую бортовое. Оно здесь вот припаяно, соответственно, к входу вот этого стабилизатора, который на 12 вольт все переводит. А так напрямую от 50 вольт он питается. Я уже проверил, и никаких проблем с этим нет. И сразу рекомендую вам задействовать порт USB. Потому что если у вас будет вот этот блок установлен в дроне, в таком дроне, как у меня, полностью закрытый, который очень тяжело разбирается, то, допустим, чтобы обновить прошивку на этом юните, потребуется его вскрывать, да, чтобы получить доступ к USB-порту. Поэтому я сделал вот такой вот специальный USB-удлинитель, скажем так. Он будет вставляться вот сюда. И там у меня на корпусе есть, кто смотрел видео по сборке этого дрона, там есть Type-C разъемы, у меня полетник подключен к одному, а к второму будет подключен вот этот юнит, и через него мы будем прошивать. Но сейчас я до конца все подключу и покажу вам стандартную процедуру биндинга на всякий случай и процедуру обновления программного обеспечения. Это то, что нужно сделать перед тем, как запустить в полет дрон. Итак, подаем питание на дрон. Не обращайте внимания на сигналы с системы E6, потому что сейчас не подключен CAN-сигнал с них. Стандартная процедура. Переходим здесь в меню в Uni GCS и нажимаем кнопку «Привязать воздушный юнит». Пульт начнет так мягко пищать, и, как всегда, зажимаем специальную вот эту кнопку биндинга на несколько секунд. Вот я нажал. Жду примерно 5 секунд, вот замигало красным, замигало зеленым, в принципе отпускаю, и все, загорелось зеленым. Как видим, здесь загорелось зеленым, и появилось изображение с камеры, с курсовой. Вот я уже руку приложил. Вот так это работает. Что ж, а сейчас я установлю до конца
этот юнит и приклею на двухсторонний скотч, соберу базовый дрон и мы начнем уже его прошивать. Я покажу, как правильно его обновить до последней версии прошивки, потому что продукт достаточно новый и компания SciWai постоянно выпускает что-то новое, новые какие-то версии программного обеспечения, улучшающие функционал и стабильность. Итак, воздушный модуль установлен и переходим к обновлению программного обеспечения. Первым делом давайте обновим нашу наземную станцию управления и проверим текущие версии программного обеспечения. Их можно посмотреть в меню настроек пульта, вот в этом разделе в информации об устройстве. Как многие знают, но кто не знает, скажу, прошивки для системы SciWai делятся на два типа. Основная прошивка и прошивка так называемая FPV или по-английски Image Transmission Firmware. То есть те прошивки, которые отвечают непосредственно за передачу изображений. Первым делом нам нужно обновить основную прошивку на Unity и на пульте. Сейчас мы видим, что прошивка версии 1.0, самая первая. К сожалению, кнопка «Проверить обновление» в данный момент не находит обновлений, но на самом деле на сайте оно это все есть. Возможно, позже это все в автоматическом режиме заработает. С сайта загружаем программное обеспечение. У вас должно быть два файла. Да, вот, кстати, особенность по сравнению с UniRC 7. У UniRC 10 теперь два типа программного обеспечения. Основное и программное обеспечение для Power модуля, то есть модуля питания именно того, что отвечает за питание с двух батарей. Для обновления подключаем кабель USB Type-C. Далее важный нюанс. На вопрос о том, чтобы отключить видеопоток и открыть Enable Type-C Data Transfer, имеется в виду здесь переключиться на систему Android с основной системы. Вот этого делать сейчас не нужно, потому что мы обновляем системное программное обеспечение. Мы здесь нажимаем Cancel. И вот в SciWai ассистенте уже появилось нужные нам пункты. Верхняя строчка у нас обозначает сам наземный модуль, наземный пульт. Увидим, у него прошивка 1.0.0. А вот нижний пункт, это как раз таки есть тот самый Power модуль, прошивка 1.0.1. Air Unit у нас пока не подключен, поэтому здесь пусто. Ну и дальше стандартно, как всегда, мы выбираем, здесь, смотрите, не ошибитесь, Ground Unit Firmware на первом пункте и нажимаем «Открыть». И далее кнопка Upgrade. Пульт у нас выключился на время обновления. Ждем обновления прошивки. Пульт перезагрузился. И мы видим, что у нас уже версия 1.1.0. И таким же образом обновляем версию Power модуля. Также после обновления пульт выключается. Его нужно включить самостоятельно. Видим, что поменялась версия прошивки на 1.10, и я уже подключил воздушный юнит и подключил также по USB, вот через свой удлинитель. Вот так вот увиделся у нас воздушный юнит, версия прошивки у него 1.0.0, и мы таким же абсолютно образом, но теперь уже обновляем прошивку для воздушного юнита UniRC 10 Pro. Версия прошивки уже поменялась на 1.1.0. Теперь они у нас совпадают и будет все корректно работать. Так, после обновления прошивки у меня разбиндился юнит от пульта, поэтому придется сейчас его заново забиндить. И далее уже перейдем к обновлению прошивки Image Transmission. Итак, после того, как заново выполнили привязку, мне, кстати, пришлось снять опять крышку, чтобы добраться до кнопки, поэтому, если у кого в труднодоступном месте этот юнит, пожалуйста, еще придется вывести кнопку биндинга куда-то сюда вперед. Ну, это просто замыкание двух контактов. Обновление FPV прошивки уже производим с помощью воздушного юнита. Строго говоря, можно, по идее, обновить и предыдущие прошивки тоже через него, выбрав его вот здесь на пульте. Но я обновлял по старинке, как говорится, через ассистент. Чтобы обновить Image Transmission, мы заранее в память Android скидываем вот эту вот прошивку. Она называется примерно так: 10 VTS 1.0.8. А у меня версия тоже, смотрите, 10 VTS 1.0.7. Значит, подходит, потому что там немножечко они могут отличаться. Они могут быть как на чипе SX6653, так и вот на новом VTS. Это также вот и на UniRC 7 Pro тоже есть такое. Дальше все просто. Сначала обновляем прошивку воздушного юнита. Нажимаем, выбираем в меню нашу новую версию из памяти и нажимаем «Подтвердить». И сейчас эта прошивка загружается прямо на воздушный юнит по радиосвязи. Нужно дождаться окончания процесса. Ее размер 100 мегабайт, загружается она довольно быстро.
Ну и после окончания загрузки начинается само обновление. В этот момент связи не будет. Закрывать приложение нельзя в процессе обновления, чтобы мы видели, ну, когда этот процесс, собственно, завершится. Красным горит сигнал, связи нет. И вот все, прошивка FPV обновлена и сама появляется автоматически связь. Все хорошо, видим, что уже прошивка здесь 1.08. И вот теперь уже обновляем прошивку самого наземного юнита, который внутри пульта стоит. Прошивки абсолютно одинаковые. Что для юнита, что для наземки. Он спрашивает, что мы сначала обновили воздушный юнит. И тот же самый файл выбираем. И тот же самый процесс, разве что он гораздо быстрее грузится в память. И затем начинается обновление. В процессе обновления обратите внимание, как мигает индикатор зеленым и красным. И вот завершается обновление прошивки, и также пишет: прошивка FPV обновлена. Все, версии одинаковые, здесь самый последний 1.10. И вот на этих версиях мы и будем тестировать. Картинка есть, повторный бинт не потребовался. В общем-то, как видите, процесс плюс-минус такой же, как и всегда во всех сериях этих пультов, что МК, что UniRC 7. Ну, чуть стало посложнее где-то полегче. И, в принципе, еще что хотел сказать по данному пульту, это по организации телеметрии. Вот сейчас в новой версии Uni GCS у нас сделали отдельный пункт настройки подключения, в котором вынесли типы подключения к контроллеру и подключения к камере. Так как я по UART подключал и задействовал UART кабель, у меня здесь выбран Serial. Но прежде чем вы вообще зайдете и выберете здесь этот тип, дополнительно в пульте еще нужно настроить вот здесь вот в передаче данных, какой мы используем тип подключения. Так как я подключал телеметрию от полетного контроллера к UART 1, то вот здесь вот я и должен его как бы выбрать. Также мы можем дополнительно передавать телеметрию, допустим, по Bluetooth. Либо мы можем также выбрать второй UART порт, и это как раз второй UART порт на Unity. Главное, еще также проверьте скорость, чтобы она соответствовала тому, что установлено в полетном контроллере. Ну и потом уже на вкладке непосредственно подключения вы здесь выберете нужный вам тип подключения. Serial, Bluetooth. Можно также и по Bluetooth подключить. Это тот самый Bluetooth, который в Android системе встроен. Ну, как видите, телеметрия у меня уже есть. У меня уже работают полетные режимы. Вот их сейчас нужно дополнительно настроить как следует. Телеметрия также вся есть, все отображается. Здесь также есть, что интересно, полностью все настройки дрона с ArduPilot. Он читает все параметры, можно все это настраивать. Но это я вам покажу в следующем видео по обновлению Uni GCS 3.0. Ну а в этом видео мы непосредственно тестируем пульт. И сейчас самое интересное — связь. Сейчас мы поедем в поле с двумя дронами, с UniRC 7 и UniRC 10 Pro. И посмотрим, какой из них окажется стабильнее и насколько велико преимущество UniRC 10 с третьим частотным диапазоном по сравнению с UniRC 7 Pro. Итак, приехали в поле на полигон, где попробуем сейчас протестировать связь UniRC 7 Pro и UniRC 10 Pro. UniRC 7 Pro будем тестировать на вот этой небольшой EXE 850 размера. И сейчас я пролечу в ту сторону, там, ну, насколько позволит связь и батарея, примерно на 2 километра. Режим связи у нас будет здесь 2,4 и 5,8 ГГц. К сожалению, после обновления FPV прошивки перестало быть возможный отдельный выбор диапазона. Теперь вот только такой, поэтому у нас нет вариантов. Также мы будем использовать стандартный режим видеопередачи и полосу пропускания в 10 МГц. Адаптация канала будет включена. Также компания SiWay убрала из списка параметров состояния связи уровень в децибелах. Тут есть только сила сигнала, качество сигнала, но по сути мы будем ориентироваться вот на вот этот индикатор, где в каких-то там значениях, в попугаях у нас показан уровень связи. Когда он зеленый, значит сильное качество, желтый среднее и красный слабое.
Напомню, что шкала у нас варьируется от 25 там, до минус 4, минус 5, где связь уже пропадает. Ну и мы просто сейчас посмотрим, какой будет уровень сигнала на протяжении полета. И сравним его с этим дроном на том же диапазоне 5,8, 2,4, чтобы убедиться, что здесь никакой разницы нет. А потом переключимся на диапазон 1,4 и снова сравним связь. Антенны стоят одинаково на лучах, расположены они вниз. Здесь то же самое на лучах. Единственное, что вот эти антенны высокочастотные 5,8 ГГц расположены ближе, но они, в принципе, использоваться у нас в полете не должны. Тут будет только 5,8 в самом начале теста, а во втором тесте будет 2,4, 1,4. Ему край использовать только передние антенны. Итак, взлетаем. Я думаю, мы наберем высоту примерно 15 метров. Вот так. И вот прямо по курсу полетели вперед. Расстояние отображается внизу, в левой части. Сейчас уже 80 метров. Давайте, наверное, тут деревья, я поднимусь до 16 метров. Ой, до 20 метров. Вот, будем тестировать вот таким образом. 220 метров, уровень связи 21, никаких проблем нет, все прекрасно, штатный режим работы, абсолютно штатный режим. Итак, 600 метров расстояние, и уже сейчас упала связь 9, 10, 11, я сейчас даже затормозил. Ага, антенны встали в более нужное положение, и сейчас вот показывает RC20. Связь есть пока хорошая, но есть фризы небольшие, подтормаживания. Давайте попробуем уже километр взять. Возможно, кстати, было переключение на более низкую частоту, потому что сейчас сигнал прям отличный. Я вот снова полетел вперед. Все плавно, без рывков, сейчас фризов нет. Летим отлично. 800 метров расстояния. Высоту стараюсь держать также 20 метров, несмотря на то, что прямая видимость может уже ухудшаться, но это нам как раз на руку. Итак, сейчас пошли сильные фризы, и связь упала. Так, я снова остановился, 20, уровень сигнала 20, все так же. Ну, давайте продолжим полет. Странно, что после зависания уровень восстанавливается, в целом держится 15-20. Хотя вот сейчас опять начинает падать. Сейчас попробуем. Опять вот 10 будет, сейчас я опять остановлюсь. Уже километр мы превысили. Так, вот уровень 10, я остановился. Давайте посмотрим, восстановится ли связь. Антенки сейчас встали в более горизонтальное состояние. Да, вот видим 15, 14. Ну вот давайте, наверное, будем с вами измерять в режиме зависания. Вот зафиксировали, что 1240 метров. У нас связь около 15. Летим дальше, попробуем, может быть, 2 километра взять. Вот на расстоянии почти 1,5 километра связь держится в основном 10, 9. Вот все, 0. Ага, кратковременно был 0. Так, 1400 метров. 10 уровень сигнала. Так, долетели мы до предела разрешенного на нашем полигоне, это 1700 метров. И зафиксировали, что уровень связи на данном месте у нас примерно 10-11. Вот он сейчас ровно висит. В принципе, достаточно неплохие результаты. На самом деле запас еще довольно большой. Ну и я теперь разворачиваюсь и лечу назад.
Так, ну что ж, вернулись на точку взлета. Вы видели результаты, достаточно неплохие. Нам главное понимать просто силу сигнала сейчас, потому что будем сравнивать уже Uni RC10 на том же самом частотном диапазоне. Итак, второй тест уже Uni RC10 Pro, и я сейчас нахожусь в режиме настройки. Мы также будем летать на 10 МГц. Режим передачи данных сейчас будет у нас 2.4, 5.8, абсолютно такой же, как и был на Uni RC7 Pro. И также смотрим на уровень сигнала 25, там 26. Сейчас будем смотреть. Итак, взлетаем. Итак, 20 метров, качество не очень хорошее, поэтому я переключаюсь на камеру ZR. И полетели. И, к сожалению, я не поборол вибрации пока на основной камере, поэтому будем смотреть на камере ZR-30. Я держу ту же высоту, пока что у нас 250 метров, все идет хорошо. Летим по тому же маршруту, высота та же самая, все абсолютно то же самое. Ну вот, пролетев километр, пока что я не вижу каких-то значимых отличий от Uni RC7 Pro, разве что мне приходится реже останавливаться, то есть я ни разу не остановился, связь держится как бы чуть постабильнее. Вот уже сейчас было 4, давайте попробуем остановиться на месте, зависнуть. Так, зависаем на месте, но сигнал, в принципе, вот да, вот 13-14 на расстоянии километр 100. Продолжаем полет. Так, уровень сигнала 7. Ну, вы знаете, мне кажется, как будто бы даже чуть-чуть поменьше здесь уровень сигнала. Сейчас мы уже долетаем до финальной границы, 1700 метров, вот осталось 100 метров. Так, останавливаюсь. Сигнал подтормаживает. Так, 1636. Сигнал 3. Ну, как бы даже похуже, да? Чем было. Сигнал 1, 3. Тут, конечно, еще нагрузка на систему больше, потому что 2 камеры сразу. Все, долетели, значит, до того же предела, сигнал 4. Это как бы хуже значение, чем были даже в Uni RC7 Pro, потому что там у нас было около 10. А высота при этом та же самая. Ну что ж, разворачиваюсь и лечу домой. Так, что ж, прилетели. Ну, как видели, результаты неоднозначные, да, в этом режиме он как бы показал себя даже похуже, чем Uni RC7 Pro.
Хоть и связь была стабильной в целом, но в конце оказался хуже сигнал. То есть там был 10-12, а тут прям около 5 единиц всего лишь. Конечно, возможно, это связано с расположением антенн. Вот эти вот антенны, они затеняются аккумулятором. Ну, это опять 5-гигагерцовые антенны. Я просто не знаю текущую частоту работы. Вот, к сожалению, не отображает приложение. Поэтому, возможно, если работал на 5,8, к примеру, да, то эти антенны работали и все было как бы похуже. Но сейчас мы переключимся на диапазон 2,4, 1,4, 5 ГГц точно не будет работать, будут только эти антенны, и они уже в хороших условиях, и плюс частота должна быть пониже, и должно результаты быть гораздо лучше. То есть мы сейчас ждем результатов лучше, чем было в первом тесте с Uni RC7 Pro. Так, третий завершающий тест, который должен уже полностью показать, раскрыть весь потенциал системы. Я переключился в режим работы SAP 2 ГГц, ну и 2,4 ГГц. То есть в любом случае этот режим должен быть лучше. 5,8 здесь точно не будет использоваться. В самом худшем случае здесь будет использоваться 2,4, но я надеюсь, он перейдет на 1,4. Так, взлетаем, ну и по тому же маршруту полетели. Так, набрали нужную высоту, 20 метров, и полетели. Смотрим уровень сигнала. Пока что, конечно, всего лишь 250 метров, уровень сигнала 22, это более чем хорош, но видимость, конечно же, полностью прямая, и тут все совсем недалеко. Полкилометра, связь 18. В принципе, разницы пока особо не чувствуется. Так, километр 100, уровень сигнала 10. Так, ну если он не будет падать, то результаты явно будут получше, чем в первый раз. Но, в принципе, Uni RC7 справлялся, не сказать, что хуже. Ну вот вы знаете, с нагрузкой на две камеры, вот вторая камера, в принципе, не зависает сейчас вообще. Хотя уже 1300 метров, по-моему, я уже в тот раз ловил небольшой зависон и даже останавливался. Здесь же я сейчас лечу полностью не сворачивая с пути, не останавливаясь. Хотя сигнал 4-6. Но видео стабильно работает. И вот мы уже подлетаем к тем деревьям, где заканчивается наш маршрут. Пока что все стабильно, с обеих камер работа идет хорошо. Уровень сигнала 7. Вот сейчас был небольшой фриз. — 100 метров нам осталось до финала. 4-3. Все, останавливаюсь. Итак, и мы зависли на месте. Ну что сказать. По индикации уровень сигнала в принципе такой же, какой и был в первом полете. Но само качество связи как будто немного лучше, чем было, потому что меньше фризов. Но, конечно, прям на 100% однозначно сказать этого нельзя. Что ж, лечу назад. В целом эта частота мне показалась постабильнее, но какой-то большой разницы в результатах, конечно же, нет. В целом обе системы, в принципе, нормально работают, и существенных отличий нет. Вот, кстати, опыт живой эксплуатации Uni RC7 очень на самом деле удобен. Он тем, что здесь большой экран и он очень яркий. Я вот сейчас на солнце стою, абсолютное солнце сейчас ярко светит, но тем не менее все отлично видно. Очень удобно управлять вот этим джойстиком.
и зумировать объекты. Вот, например, автомобиль, где я стою. Очень хорошо приближать. И все видно прекрасно. То есть сам пульт в целом, конечно, замечательный. Конечно, по связи я вот сейчас по первым впечатлениям не могу сказать, что он в чем-то лучше, чем Uni RC 7. Пока в целом одинаковым. Но вот именно большой яркий экран дает очень многое. Так, ну что ж, сели, вот такие вот результаты у нас с Uni RC 10. Не все однозначно в плане, что вот прям точно лучше, да. Показалось, да, что немного лучше связь. Но на 100% не могу утверждать, Uni RC 7 в целом не хуже, прям уж так отработал. А когда мы тестировали в своем же диапазоне частот, может быть даже и лучше. Хотя останавливался я там чаще, сигнал прям прыгал довольно сильно. Что ж, ну а сейчас давайте в целом подведем финальные выводы, финальные итоги по вот этому пульту. И вкратце рассмотрим все плюсы и минусы его, и стоит ли его брать вместо Uni RC 7 Pro. Итак, ну и в завершение обзора давайте подведем итог, что выбрать, Uni RC 7 Pro или Uni RC 10 Pro, и стоит ли покупать Uni RC 10 Pro, если у вас уже, допустим, есть Uni RC 7, Uni RC 7 Pro. Конечно, самое очевидное и самое интересное здесь у Uni RC 10 это большой и яркий экран, он действительно ярче, больше, крупнее, масштаб изображения и интерфейса больше, что, конечно же, удобнее в эксплуатации. Например, те же миссии мне было гораздо проще делать на Uni RC 10 Pro. И даже несмотря на то, что он тяжелый, я готов как бы пожертвовать вот этим неудобством, тяжестью вот ради того, что здесь более крупный экран. Для многих также немаловажным будет наличие второй батареи, которая позволяет Uni RC 10 Pro работать бесперебойно, без перезагрузки, и ваш дрон или самолет, который несколько часов находится в воздухе, без проблем будет управляться с этого пульта непрерывно. То есть для кого-то это, конечно, важно. Ну а в остальном возможности обоих пультов примерно одинаковые. Джойстики и другие органы управления в Uni RC 10 получше, количество их побольше, но в целом и в Uni RC 7 для сигнала S-Bus более чем достаточно. У меня также были большие надежды на диапазон 1,4 ГГц, но по результатам теста вы сами видели, результаты неоднозначные. Неоднозначные имеется в виду то, что невозможно точно сказать, влияет ли это на улучшение связи или нет, потому что, во-первых, даже было непонятно, а какой все-таки диапазон был активен. То есть я вроде бы включил в настройках 1,4, 2,4, но был ли активен 1,4, когда связь была там около нулевая, да, или все-таки он продолжал на 2,4, к примеру, работать, Uni RC 10, и, допустим, тот же Uni RC 7 Pro, когда я включал диапазон 5,8 и 2,4, единственный, да, который сейчас доступен с последней прошивкой, тоже непонятно, он, может быть, тоже работал на 2,4, и поэтому результаты были одинаковые, ну, максимально приближены друг к другу. То есть вы сами видели по результатам всех трех тестов, в целом плюс-минус одинаково. Да, на Uni RC 10, особенно в диапазоне 2,4 и 1,4, как будто бы чуть плавнее, картинка была меньше всяких задержек, рывков, и мне не приходилось останавливаться в полете, но по индикации, по вот тем самым цифрам, как будто бы значения были ниже, чем на том же Uni RC 7 Pro, поэтому, ну, не могу я ничего здесь однозначного вам сказать. Поэтому финальный вывод здесь у меня простой, в принципе, остается ориентироваться только на цену. Uni RC 10 Pro там чуть ли не в 2 раза дороже, чем Uni RC 7 Pro, в 1,5 раза точно. И если, в общем-то, у вас есть возможность финансовая приобрести Uni RC 10 Pro, то, конечно, да, я бы, наверное, посоветовал приобрести вам именно его, потому что все равно крупный экран, несмотря на то, что он более тяжелый, нивелирует этот недостаток. Ну, а если хочется что-то поэкономичнее, конечно, берите Uni RC 7 Pro, да, желательно версию Pro, именно за счет более четкого экрана. И пользуйтесь на здоровье, возможности по связи здесь абсолютно такие же, и, по сути, вот, ну, по моим тестам, не уступает Uni RC 10 Pro. Это все еще отличный
пульт, и вообще, я считаю, вот такой мид-сегмент, средний, народный, так сказать, вот он отлично в него попадает. Насчет однозначности тестов по радиосвязи, если компания SiWi внесет в приложение позже изменения, где будет указан активный частотный диапазон, то я перепроведу тесты позже, возможно, у меня будет ролик на канале, где мы опять сравним эти два пульта, все-таки, что там с частотой 1.4. Вот. Ну а пока результаты вот такие. Надеюсь, было интересно и полезно, и обзор вам понравился. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока!